Привет, мои дорогие! Вы на канале Школа вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео я научу вас, как вязать твидный рисунок, такой эластичный, красивый и совсем не набитый, как мы вязали в прошлый раз. Значит, твидный рисунок уже был вот такой же практически у нас на канале. Выглядел он точности так же, но этот более эластичный, видите, петельки более растянуты. Вот я специально показала. Мы вяжем его на вот таких длинных петлях и получаем намного свободнее эффект. Если тот твидный рисунок мог пойти только для коврика, для сумочки, для каких-то очень плотных изделий, так здесь плотность намного меньше, то есть подходит и для шапок, и для пальто, для кардигана кто-то там тоже предлагал, писал. Новый способ совершенно вязания выглядит так же. Напоминаю, твидные рисунки можно вязать как с однотонной, так и секционной пряжи. Если секционная, то чем короче секции, тем красивее рисунок. У меня вот такая пряжа. Бирочку покажу вам в конце видео. Секции здесь примерно 2-3 сантиметра. Набирать петли я стараюсь чуть свободнее, чем обычно. То есть просто не затягивая их. Вязать можно на любом количестве петель. Так, первый ряд будет у нас с лицевой стороны. Первую кромку снимаем. Так, дальше правую спицу завожу в следующие 2 петельки. Провязываю их вместе лицевой с накидом, то есть делая 2 оборота вокруг спицы. Вот 2 оборота сделала, вывела, обратно лицевая и накид. С левой спицы сбрасываю только первую петлю, вторую оставляю. Повторяем следующие 2 петли. То есть та, что провязана, и следующая, ввожу спицу. 2 оборота делаю вокруг спицы, чтобы была лицевая с накидом. Вывожу, вот лицевая и накид. Сбрасываю только первую петлю. И так повторяем. В следующие 2 ввела спицу, выполнила 2 оборота, вывела обратно. Сбрасываем только первую петлю. Так вы провязываете до конца ряда. Каждый раз делая 2 оборота вокруг спицы, чтобы петелька в итоге была в 2 раза больше. На спицах у нас осталось 2 петли, одна из них уже раз провязана. Значит, правую спицу завожу в эти 2 петельки вместе с кромкой. Провязываю вместе лицевой с накидом. Вот так. Снимаю только одну, и у нас остается только кромка. Кромку в конце вяжу лицевой тоже за заднюю стеночку. Вот такой у нас первый ряд. Работу поворачивайте. Так, второй ряд у нас с изнаночной стороны. Первую петельку снимаем. Дальше смотрите, каждая петелька у нас вот двойная, то есть с накидом. Мы накид снимаем, а петельку оставляем с первой. Теперь нить перед вязанием. Правую спицу завожу в эту петлю и подхватываю следующую петлю только одну вот стеночку, то есть один накид. Провязываю вместе бабушкиной изнаночной петлей, тоже делая накид, то есть вот 2 оборота вокруг спицы и вывести изнаночная с накидом. Так, смотрите, я что снимаю? Снимаю все, что я провязала. Вот так, то есть петлю и один с накидом сразу с следующей спицы. Это очень удобно. Снова нить перед вязанием, правую спицу завожу в петельку, которая раз уже привязана, и подхватываю одну с оборотов следующей петли. Провязываю вместе изнаночной бабушкиным способом, вот изнаночной с накидом, и снимаю провязанную и один оборот, вот оставляю второй. Снова ввести, вот подхватить только одну петельку, провязать изнаночной с накидом, снять. Видите, у нас снимается автоматически один из 2 оборотов следующей петли, что очень удобно. И намного легче их разделять, намного легче, чем в первом было ряду, где у нас такого не было. Вот. Провязали. Значит, вот в конце у нас провязана одна и одна кромка. Тоже ввожу спицу. Провязываю изнаночной с накидом, бабушкиным способом вязания. Так вот, снимаю только одну петельку и обязательно кромку провязать еще раз изнаночной петлей, иначе у вас петельки пойдут на убавку. Вот так второй ряд вяжется. Работу поворачиваем. Смотрите эффект первого ряда. Так, третий ряд вяжется так.
кромку снять. Дальше один оборот, вот каждая петелька у нас тоже с двумя оборотами. Один оборот снимаем с первой петли, правую спицу ввожу в одну петлю и подхватываю один с двух оборотов следующей петли. Провязываю лицевой с накидом. Вот, и все, что провязала, тоже снимаю. Смотрите, что снимается одна петелька и один оборот следующей петли. Снова ввести, лицевую с накидом провязываю, снимаю лицевую и один оборот следующей петли. Таким образом, такой мой способ вяжется намного быстрее, чем тот твид, который мы вязали с вами ранее. Получается намного эластичней, вот, удобней, и даже пряжи вяжет, используется меньше. Так, предпоследние две, лицевая с накидом, одну снимаем, так, и кромку лицевой петлей. Так, думаю, система вам понятна. Вот видите, все у нас такие двойные петельки, а здесь все у нас красиво растянуто. И такой получается эффект. Смотрите, вот видите, как хорошо растягивается. Вот видно, что петельки большие, петельки свободные, полотно эластично во все стороны, классно подходит для вязания шапочек. Так, дальше пряжа у меня, вот такой моточек пряжи, сами читайте, это мериносовая шерсть, 100%, 50 грамм, 100 метров. Вот такая бирочка. Так, если найду цвет, тоже скажу. Значит, итальянская пряжа, вот Made in Italia. Нет, нету цвета, ну вот, видите, здесь все цвета радуги. Очень красивая ниточка. Так, я надеюсь, вам был полезен данный мастер-класс. Пишите в комментариях, что предлагаете связать этим рисунком. Возможно, что-то ближе к осени и свяжем таким плотненьким рисунком. Всем пока, большое спасибо и всем до новых встреч. Пока-пока.